Ай, мои креветочки ароматные, ну шо, я уверен, что вы не просто так заглянули ко мне на каналчик Макс Земля Шоу, а ради спойлеров, потому что всем интересно, осталась ли живая собачка из трейлера в конце фильма. Сегодня мы поговорим за новый фильм ужасов Бена Леонберга «Глазами пса» или «Good Boy». Кстати, уже был в 23-м году фильм «Good Boy», только там был мужик, переодетый в собачку. Ну, такое, типа, легкая садомаза. Ролевые игры. Если хотите, я вам расскажу про тот фильм, пишите в комментариях. А сегодня собачий стресс. Девочки, как страшно. Приготовьте капельки валидола. Хозяин собачки, тот вроде молодой, но легкие у него, как у старого пылесоса 70-го года. Харкает кровью. Решил он подлечиться и не нашел ничего лучше, чем отправиться в дедушкину избушку, которая находится в лесочке. Дурачок думает, что можно ловить Wi-Fi при помощи белочкиного хвоста. Пиццу тебе сова принесет, да? У меня, кстати, знакомый живет в Канаде, и окна его избушки тоже выходят в лесочек. У него каждый день лесная дискотека. Он как Белоснежка, только с членом. Если бы у Белоснежки был такой член, как у моего дружочка, я вам говорю, его бы принц первым делом не в губы полез целовать, а ширинечку расстегивать. Мой знакомый каждую ночь испытывает стресс. Он любит отдыхать с открытым окошком, а туда прилетает сова и начинает в 2 часа ночи неожиданно делать. Он, конечно, просыпается в поту, эти глаза светятся, она еще плюс головой вот это крутит, как Линда Блэр из «Изгоняющего дьявола». Но это еще ничего, что-то сова. Там еще есть другая тема. Это еноты. Еноты каждую ночь лезут, как маленькие какие-то грабители, открывают ему двери, из холодильника вытаскивают еду. Но один раз они вообще ему устроили массаж головы, он ночью просыпается от того, что маленькие ручки гномиков массируют ему волосы. Он типа кайф, класс, голова — это мое эрогированное место. А утром просыпается, у него вся голова в говне. Это просто те еноты где-то по помойке шастали, испачкали лапки свои в говне, и они ночью вытирали об его голову свои лапочки, то есть его волосы стали тряпочкой от говна. Так вот, чтобы Тоду не было скучно жить в той избушке, он берет с собой своего друга, верного пса Инди, новошотландский ретривер, явно со староконного рыночка. Сестра Верочка ему намекает: ты понимаешь, братик, дело в том, что тот дом проклят, я бы на твоем месте туда не шастала. Дед же не просто так коньки откинул. А он говорит: успокойся ты, дорогая, надо подлечиться, подышать свежим оксидженом. Инди же с первого дня осознает, что приезжать в этот дом было роковой ошибочкой, потому что по квартире шастает что-то темное, костлявое, пугающая хрень. В лесу тот встречает своего соседа по имени Ричард, а тот, как классический персонаж из фильма ужасов, предупреждает: тебе тут лучше не жить, хана тебе будет. Ну, судя по выражению морды Инди, сосед дело говорит. Ушлый Инди находит дедушкиного пса Бендита, точнее то, что от него осталось. Ой, а тот наш начинает все больше и больше харкать кровью, видимо, воздух очень свежий. Начинает он орать на сестру, на собаку. Короче, все вокруг виноваты, что он умирающий долбоеб. И вот Инди становится свидетельницей, как тот бьется головой в дверь подвала. И она такая: ну я и так и знала, что этим закончится, голова ж тупая. И тут, мои креветочки, появляется страшная демонесса, чумазая, грязная, и начинает наводить свои порядки. Боже, как та собака удирала. Правда, попала в ловушку, но ничего, появляется тот и, конечно же, показывает всю свою нежность хозяина, привязывает ее цепью к будке и заставляет ночью ночевать под дождем. И тут я вам всем советую достать корвалол, потому что в той будке живет черная рука, которая хочет задушить нашего пёселя.
Боже, какой ужас. За околицей будочки дождик, а внутри будочки черная рука. А на цепи-то далеко не убежишь. Инди ломает цепь, переворачивает будочку и бежит в подвал спасаться. А в подвале скелетик того самого песика Бендита. Он такой: «О, так это не фильм «Леди и бродяга», это какой-то собачий хоррор». Тот умирает и, как полагается, видит себя со стороны. Как неожиданно, да? 3 недели харкал кровью в доме с привидениями, и все равно для него это шок. Демон его хватает и тащит в подвал, а верный песик Инди спешит спасти своего хозяина, но тот ему говорит: ты хороший мальчик, но меня уже, как видишь, спасти не удастся. И его засасывает в грязь. Песик так смотрит: пиздец, куда это я попал?